Друзья, я приветствую вас на канале CryptoHamster. Сегодня я снова коснусь проекта Starknet, как он еще называется, потому что этот проект заслуживает особого внимания, да хотя бы потому что в него инвестировали на текущий момент больше всего среди всех проектов, которые еще не имеют своего токена. Его поддерживает Виталий Бутерин и инвестировал в него. Это, вероятно, вполне возможно, одно из главных или главное решение масштабируемости эфириума. Именно вот на такие проекты нужно обращать свое внимание, когда они находятся на ранних стадиях, и помогать их, чтобы потом получить большое вознаграждение, потому что проектов выходят пачками, десятками, и люди просто запутываются, куда вкладывать даже свои усилия. Вот именно в такие проекты. И сейчас вышли некоторые обновления, про которые я расскажу. Первое, это появился газ в сети Starknet, то есть в прошлый раз в своем видео, ссылочка в описании, где я делал полный обзор, я рассказывал, как тестировать Starknet в их тестовой сети и как тестировать в основной. Уже появилась возможность в основной тестировать. Это очень круто, что она появилась недавно, потому что, если вы знаете, Optimism, Uniswap и другие проекты награждают своих пользователей больше всего тех, кто пользовался их блокчейном на ранних стадиях. Именно такая возможность сейчас есть в проектах с самой большой капой на текущий момент. Что я делаю? Я перехожу на их мост Starknet.io. И здесь давайте я покажу, как все подключается. Я должен, во-первых, установить MetaMask. MetaMask будет соединяться с другим кошельком, который принадлежит Stargate. Он называется Argent X. Я устанавливаю его. Здесь все то же самое, что и с MetaMask. Создаю новый кошелек, подтверждаю, Continue, придумываю пароль. Готово. Я подключился, могу сюда нажать, чтобы сохранить свою сид-фразу. Сюда и сюда. Вы сохраняете ее обязательно. Далее. Я подключаюсь к их мосту. Ссылочку я оставлю в описании. Прокручиваю в самый низ, чтобы дать согласие. Нажимаю первое MetaMask. Одобрение. Второе подключение — это Starknet Wallet. Здесь предлагает нам два кошелька. Выбираю наш Argent X, который только что устанавливали. В нем просит сменить сеть с тестовой на основную. Вот здесь она меняется. Готово. Обновляю страницу. Еще раз подключаюсь. Готово. Есть предупреждение такое. Теперь я могу обменять свои эфиры на Starknet эфиры. Для этого беру самую малость и нажимаю трансфер. Оп, и у меня выпадает такое сообщение, предупреждение о том, что на текущий момент лимит в этом мосте 340 эфириумов. Что это значит? Разработчики, так как мост находится на ранней стадии, увеличивают лимит постепенно, по чуть-чуть. И у них в Дискорде есть такое объявление, где они пишут о том, что повышают на 10 эфиров 3 раза в неделю во вторник, четверг и воскресенье в 16:00 по Киеву МСК. И в эти моменты, за ними можно следить с блокчейна, повышается этот лимит. Ссылочку на этот блокчейн я также оставлю в описании. Здесь, когда вы зайдете, просто прокручиваете вниз, и это лимит эфиров, который доступен. В 16:00 вы обновляете страницу, и как только лимит здесь увеличится, тут же вы можете начинать транзакции. Я лично уже сам так смог занести. Почему нужно
пытаться участвовать в мосте на такой ранней стадии, когда еще такие ограничения. Да потому что чем на более ранней стадии, как я уже говорил, тем больше будет потом вознаграждение. Ну и как не от проектов, которые инвестировали 273 миллиона, дожидаться хороших ретродропов. Если это решение Layer 2, большинство из которых нормальные решения, а оно является нормальным, проводят ретродропы. Поэтому обязательно участвуйте в мосте. Возможно, вы будете смотреть это видео уже в тот момент, когда мост будет безлимитный, вы сможете там совершать транзакции, все равно совершайте. И совершайте не один раз, а раз хотя бы в месяц. Соответственно, вот как в оптимизме. Получили и те, кто участвовал в самом начале, и те, кто регулярно хотя бы 4 раза совершал транзакции на протяжении всего остального времени. Таким образом, вы сможете еще и приумножить прибыль. Итак, мы разобрались в том, как проводить транзакции в мосте основной сети Starknet. Теперь давайте вернемся к тестовой сети. О ней я уже рассказывал в прошлом видео, но вышло одно обновление, из-за которого вы не сможете пользоваться той сетью, если не проделаете этого. А это обновление комиссия в их тестовой сети. То есть раньше можно было совершать транзакции в их тестовой сети, не заплатив эфириум, тестовый эфириум. Теперь нам нужно заплатить тестовый эфириум, чтобы совершить транзакцию. Но тестовый эфириум не тот, который у нас в Layer 1 решении, то есть в основной сети, а тестовый эфириум, который именно в их Starknet сети. То есть у нас есть, допустим, краны. Сейчас я открою ссылочку на обычный тестовый эфир, то есть я в прошлом видео уже показывал, как его получить. Здесь вы нажимаете Tweet, после этого указываете в MetaMask свой кошелек, здесь переключаюсь на тестовую сеть Goerli. Если у вас не будет он отражен, нажимаете здесь показать, скрыть тестовые сети. У меня уже выбран Goerli, копирую ссылочку, вставляю сюда. Нажимаю твитнуть, после этого нажимаю сюда, копирую ссылочку на твит и вставляю в этот кран. После этого я получаю эфириум на свой MetaMask в тестовую сеть. Но теперь вопрос в том, как получить тестовый эфир именно с сети Starknet. Я перехожу в кошелек ArgentX, выбираю здесь тестовую сеть Goerli, точно так же, выбираю свой аккаунт, выбрал, теперь копирую ссылочку, и разработчики выдали нам специальную ссылку, которая дает возможность получить тестовый эфириум их сети. Вот эта ссылка, я ее оставлю в описании, я сюда копирую адрес эфириума с ArgentX, тестового эфириума, нажимаю Send, и я уже пытался получить, поэтому второй раз запрещает. Когда вы нажмете, вам придется подождать примерно минут 5, чтобы получить тестовый эфириум в ArgentX. После этого только вы можете переходить к тестированию непосредственно уже Starknet в тестовой сети. То есть я возвращаюсь в первую очередь в тестовый мост. Здесь я нажимаю MetaMask, потом StarkV, просит выбрать тестовую сеть. Вот в ArgentX я обращаю внимание, есть такая проблема, что не каждый раз хочет переключаться. Вот видите, я переключаю на Goerli. Нужно выбрать, просто нажать плюсик, создать новый кошелек, и тогда выберется тестовая сеть. Готово. Теперь нажимаю ArgentX, выбираю этот кошелек. Все. Транзакция может занимать некоторое время. После того, как она будет совершена, я могу приступить к тестированию приложений, которые работают уже в тестовой сети. Опять же, я их тестировал в прошлый раз, и поэтому все пересказывать я не буду. Ссылочки на эти приложения я оставляю в таблице. Кроме этого, я каждый раз вписываю новое приложение, которое становится актуальными. Допустим, вот X-Bank появилось.
Вы можете посмотреть предыдущее видео или просто посмотреть эти ссылки в приложении в таблице. На этом, собственно, все. Обязательно участвуйте как в тестовой, так и в основной сети Starknet, потому что в чем имеет смысл сейчас заниматься криптовалютами, как не в этом. И участвуйте в других проектах на ранних стадиях, о которых мы регулярно рассказываем и будем продолжать рассказывать.